Дорогие друзья, записываю это видео для тех, кто посещает наши практикумы, наши вебинары, чтобы объяснить, с какими чаще всего сложностями и затруднениями сталкиваются люди. В первую очередь это касается тех, кто только-только начал свой путь по очищению своей системы, по самопознанию, саморазвитию, потому что те, кто приходят уже на каком-то этапе из других практик, из других техник, как правило, уже и начинают свое продвижение с того уровня, на котором они находились. И поэтому вот эти вот затруднения, о которых я сейчас буду говорить, могут их частично касаться. И тем не менее, чаще всего в большей или меньшей мере в начале своей практики люди могут сталкиваться со следующими сложностями. Идет клининг, очищение системы от глубоких слоев энергетических блоков, которые находятся на уровне родовых историй, реинкарнационных и то, что было фиксировано нашими детскими травмами, нашими системными убеждениями. Как правило, что происходит, если мы проводим очищение и разблокируем что-то? Приведу аналоги. Например, что происходит с трубами, по которым плохо текла вода, и после этого, как их почистили, вода заново течет. Что происходит с рекой, которая была с запруженным руслом, которая была завалена какими-то там камнями, и происходит очищение. Поначалу идет большой такой бурный поток вместе со всем тем, что и блокировало это, и то, что уже находится выше по, скажем так, по потоку. И вот это происходит, как правило, в первые недели, в первые месяцы. Именно это часто и пугает. Пугает, когда вдруг начинают болеть дети, потому что они, как самые младшие в системе, очень тонко на это реагируют. Вот у вас могут быть животные, которые тоже могут как-то ощущать это. Могут быть сложности какие-то, по крайней мере, так кажется, с энергией, ее нехватка, плаксивость, усталость. Дело в том, что это основание наших сегодняшних программ. И, как мы знаем, наше прошлое формирует сегодня наше настоящее. И если вы хотите изменить это настоящее, которое вы должны были бы прожить на Бхоге, то, что в эзотерике называется естественный путь проживания судьбы через болезни, лишения, потери, так вот Бхогу можно утончить, но ее, к сожалению или к счастью, нельзя нивелировать. И поэтому в какой-то мере там, где должна была быть болезнь, будет какое-то ОРЗ, там, где должен был быть, там, не знаю, перелом, может быть вывих, там, где должна была быть большая финансовая потеря, будет меньше потеря, или наоборот, через деньги заберут частично то, что человек должен был бы прожить на уровне чувств, на уровне эмоций. Иногда это сразу переход на другой уровень, и тогда может быть замена среды, замена работы. Мы же с вами, находясь в сегодняшней точке нашей жизни, как правило, с одной стороны хотим этих изменений, с другой стороны их боимся. И вот этот вот переход, вот это вот катапультирование, скажем так, или смена своей конфигурации для того, чтобы быть пригодным для других коридоров, для других вибраций, очень часто и является тем, что люди говорят: у меня все посыпалось, у меня идет разрушение. Что важно в этот момент, чтобы процесс прошел максимально быстро и безболезненно? Смотреть не на то, что рушится, смотреть не на то, что сыпется, а смотреть на то новое, что проявляется. Ибо фокус нашего с вами сознания будет усиливать то, на что мы смотрим. Если мы смотрим на разрушение, если мы смотрим на потери, и, знаете, у страха глаза велики, вы будете как будто их усиливать. А то новое, что приходит, для вас неизвестно, и вы пока не очень понимаете, хорошо это или плохо, или более того, вы вообще этого нового и не замечаете нового состояния, не замечаете каких-то новых связей, новых моделей поведения ваших родных, близких, друзей. Так вот, фокус вашего восприятия должен быть направлен на то, что появляется. И тогда энергетически вы будете поддерживать вот это новое, оно будет как будто из этого квантового пространства
больше выходить в вашу сегодняшнюю реалию, вам нужно больше фокусироваться не на том, что сейчас хочется поплакать или какая-то депрессия, а на вот этих вот новых состояниях. И поэтому мои клиенты часто говорят: я стала какая-то плаксивая, то от радости, эйфории я снова впадаю в какое-то полудепрессивное, меланхоличное состояние. Так очень важно там не залипать. Его надо фиксировать, констатировать, но фокусом сознания больше удерживать вот это новое. И тогда этот переход будет более пластичным, более мягким и более быстрым, ежели в нем не будет вот этих вот вибраций, когда хочется все удержать, когда хочется вот это вот разбитое корыто снова собрать из старых пазлов. И, как я уже говорила, это первое время. У очень сложных систем это может длиться от полугода до года. То есть прям вот первые все работы могут быть вот такими. У систем, у которых этого меньше, это может быть синусоидно, то есть, то нету, то больше, то меньше. Но, естественно, наступит рано или поздний момент, через полгода, через год, через несколько этапов вашей практики, где вы будете видеть, что каждый ваш шаг – это определенный виточек, каждый шаг – и это переход. И вы как будто приобретете опыт вот в этом путешествии по лестнице своего восхождения. Вы это заметите, поймете, и уже изнутри у вас будет очень много подсказок и больше доверия к этим процессам. Поэтому, дорогие мои, не останавливайтесь, давайте промежутки между работой, потому что вторую ошибку, которую допускают чаще всего люди, когда они берут много практик и начинают делать все подряд, не давая возможности системе переформатироваться, не давая возможности себе заметить эти изменения, раскрыться, проявиться чему-то. То есть, когда вы представьте, что происходит, когда вы часто меняете каналы, когда часто меняются вот эти вот спектры ваши. И последняя, да, на которой бы я хотела остановиться, третья ошибка, это когда люди ждут, что изменится мир, когда люди ждут, что изменятся некие реалии, вместо того, чтобы в каждой практической работе наблюдать, с каким чувством, с каким эмоцией я работал, с каким системным убеждением я работал, то есть что от меня требует мое настоящее для моего будущего, чтобы я изменился. Если я узнал в себе это чувство эмоции, то нужно, чтобы фокус внимания на нем был. Если вы поняли, что речь касается каких-то обид, каких-то качеств вашего характера, которые нуждаются в проработке и развитии, то никто, кроме вас, не в состоянии отследить это и заниматься таким личностным развитием, личностным проявлением, потому что то, что раньше срабатывало как стимул-реакция, сейчас будет разгружено, и вы будете это больше замечать, оно будет больше поддаваться коррекции. И там, где вы раньше не могли по-другому реагировать, да, у вас, например, были всплески агрессии, или у вас были какие-то депрессии, у вас были какие-то страхи, которые не подконтрольны, теперь становятся нам подконтрольными. Если они становятся подконтрольными, значит, нужно начинать с этим работать. И это основной фокус внимания, где вас должен быть на себе, на своей структуре личности, потому что все, что вы видите в поле, вы. Нету там никаких бабушек, дедушек, нету там никаких сущностей, нету там никаких удаленных карм, несмотря на то, что мы сегментируем наш информационный уровень по вот этим вот слоям, все равно это все ваши составляющие, ваши частички. Для того, чтобы эта гармония была у вас внутри, для того, чтобы ее поддерживали, для того, чтобы ваше сознание было более пластичным, более человечным и более высоковибрационным, высокочастотным. Следить за средой, которая меняется, не бояться отпускать старых друзей из своей жизни, не бояться каких-то потерь, зная, что для того, чтобы что-то получить, нужно что-то отпустить, искренне верить себе, своему высшему «я», вашим наставникам, кураторам и тех, кто сопровождает вашу жизнь, для того, чтобы работа, которую вы здесь делаете, была в полной мере реализована, для того, чтобы вы стали тем, кем вы являетесь на самом деле, отыграли ту игру в наилучшем из ее вариантов, для которой вы сюда пришли. Верьте себе, верьте и доверяйте своему высшему «я», и верьте, что ваши шаги приведут вас к более успешной, более гармоничной жизни, и непременно это случится. Спасибо за ваше доверие. Двигайтесь, не останавливайтесь, делайте передышки, делайте остановки, делайте новый вдох, делайте новый шаг, и жизнь вам будет отвечать тем же. Спасибо и до новых встреч!